Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на обзоре будет электроотвертка торговой марки Works. Это модель WX242. У этого производителя я видел в таком форм-факторе 3 вида электроотверток. Это, скажем так, самое интересное, и я сейчас расскажу, чем она интересна и почему я выбрал именно эту модель. Да, она дороже, но это того стоит. В двух словах сначала о маркировке на упаковке. Данная модель 242 выпуска 22 года, то есть довольно-таки свежая модель. Давайте распечатаем. В картонной коробке находится пластиковый бокс, в котором есть такой пластиковый бокс. Все красиво, аккуратно. Даже типа как с защитой, наклейка с защитой. В пластиковом боксе есть USB кабель Type-C, сама электроотвертка, так она выглядит, пластик, прорезиненный частично корпус, вот, и регулировка крутящего момента, но об этом чуть позже. Приемник бит, система SDS. С обратной стороны гнездо для заряда аккумулятора с разъемом Type-C. И впереди есть еще подсветка. Но сейчас более детально я это все покажу. В боксе есть удлинитель. Есть 75 миллиметровая шлицевая отвертка. PH отвертка 75 миллиметровой длины. И короткие биты есть. Звездочки, шестигранники, шлицевые отвертки, крестообразные отвертки и вот такие маленькие 4-миллиметровые насадки с переходничком таким вот маленьким. То есть, в принципе, имея набор, можно, скажем так, решить многие вопросы в плане того, что что-то открутить, что-то закрутить. Вот. Внизу под ложеметом в самой коробочке есть инструкция, здесь лежит. И вкладывается ложемент сюда, в котором хранится сама отвертка, кабель. Очень красиво, презентабельно и качественно. Ну, давайте теперь более детально поговорим про именно саму отвертку. Почему я выбрал все-таки эту модель 242? В данной модели есть регулировка усилия крутящего момента. Чем это хорошо? Потому что бывает такое, какой-то небольшой винт нужно откручивать, либо закручивать. И если нет регулировки, вот, и нажал на кнопку до упора, то может такое, что и сорвать резьбу. Поэтому все-таки иногда, даже не иногда, в большинстве случаев, лично я пользуюсь этим. Почему пользуюсь? Потому что до приобретения электроотвертки я пользовался обычным шуруповертом, в котором точно так же вот регулировал крутящий момент. И это очень удобно на самом деле.
Но каждый раз лазить в кейс и доставать довольно-таки тяжелый и громоздкий шуруповерт не очень сильно хочется. Поэтому и взял вот такую небольшую, но тем не менее довольно-таки достойную электроотвертку. Теперь, что еще у нее есть положительного? То, что у нее 4-вольтовый литиевый аккумулятор, это само собой. Включение происходит сдвигом рычажка вправо. Есть индикатор заряда аккумулятора. После включения кнопки, стрелочки есть вперед-назад. Ну, само собой, это реверс и вперед. По поводу подсветки. Вот такая 4-диодная, но круговая подсветка у этой электроотвертки. Напомню, сам битодержатель формата 6.35 имеет SDS-систему. То есть мы вставляем биту, и бита уже не выпадет, что бы вы ни делали. Вот. Достается бита очень удобно. Рифленый битоприемник тянется вместе с битой вперед, ну или в бок, или вверх, там, и вытаскивается бита. Очень удобно и практично. Но бита никогда не выпадет у вас, что бы вы ни делали. Очень хорошо. Так, что еще вам рассказать? Так, то, что удобно лежит в руке. Прорезиненные боковые вставки. Ну и опять-таки, еще раз повторюсь, регулировка крутящего момента. Маркировка здесь идет от единицы до 7. Как заявляет производитель, это от 0,15 ньютона-метр до, на 7 до 5 ньютон-метр. И при установке максимума до 8. Но я хочу сказать, что я пробовал максимум на 7, закручивал саморез. Притом не как показывают обычно саморезы по дереву, а закручивал обычный саморез. Вот, допустим, данный саморез. Размер его 5 на 45. Вот. То даже при закручивании на 7 отвертка, конечно, прокручивает ее в руке уже. Очень тяжело, скажем так, удержать. Вот. Я взял для такого небольшого теста саморезы, скажем так, более стандартного размера. Это 4 на 40. Подготовил я вот отверстие, немножко засверлил тонким сверлом для центровки. Вот. То есть не думайте, здесь нет отверстий таких, чтобы просто-напросто саморез туда впадает. Нет. Ну, тем не менее, сейчас попробуем закрутить их на разном крутящем моменте. Так, ну, давайте попробуем. Так, вот первое отверстие вставляем. Так. Вот остановилась на первое положении. Теперь поставим второе положение. Ух, вырывает. Вот второе положение. Третье положение. Третье положение. Четвертое положение. Четвертое положение. Пятое. Шестое положение. Шестое догнало уже в самый
упор его загнало. Поэтому отвертка довольно-таки достойная. Седьмое положение вырывает уже отвертку из рук. При седьмом положении крутящего момента. На восьмерке, точнее на максимуме, там где указывает производитель 8 ньютон, даже и не крутил ничего. В принципе, семерки больше, чем достаточно. Сейчас вот поставлю большой саморез, который 5×45. Все, расколол. То есть, еще раз повторюсь, это саморезы, обычные саморезы, не по дереву, которые как в масло ходят. И доска сухая, довольно-таки плотная. То есть, еще раз повторюсь, первый крутящий на единичке, на двойке, на тройке, на четверке, на пятерке, на шестерке. На шестерке загнал уже под самый ноль. Вот, расколов досточку немного. И уже на саморез 5×45, уже через семерку, то есть на седьмой позиции, это где-то 5, как заявляет производитель, 5 ньютонов. Вогнали этот саморез уже и раскололи уже доску до основания. В принципе, довольно-таки достойная отвертка. В интернете есть много разных сравнений данного производителя, скажем так, не только именно этой модели, данного производителя. Вот. Единственное, именно вот эта модель, если сравнивать ее, типа самой лучшей это Go 2 Bosch, вот, то да, в Bosch есть большой плюс в том, что она может включаться при нажатии на саморез, там, ну или что там закручивается. То есть при нажатии срабатывает электроотвертка. Если бы эта функция была в данной модели, я бы так скажу, ей бы не было цены. Это была самая лучшая электроотвертка. Это мое мнение. Мое, ну, скажем так, такое не суперпрофессиональное, а бытового пользования. Что еще хочу отметить? Помимо того, что есть регулировка крутящего момента и СДС патрона. Довольно-таки неплохая подсветка. Очень ярко светит. Если отключить весь свет, то очень ярко светит. Дальше. Литиевый аккумулятор. Type-C зарядка, я уже говорил. Очень удобно. Подходят сейчас любые шнуры, потому что у нас все на Type-C переведено. Аккумулятор, опять-таки, как заявляет производитель, 2 ампер часа на 2 ампера. Вот такая вот характеристика сзади указана на отвертке. Еще раз повторюсь, модель 22 года. Обороты заявляет точно так же производитель, нечем мне померить, нет у меня тахометра. Заявляет 320 оборотов. Видел в ролик в ютубе чуть проще модель, то показатель показал чуть больше заявленных, то есть обороты были чуть больше заявленных. Сколько в этой модели, я не знаю, не могу сказать, нету чем померить. Вот. В принципе, вот это основное, что я хотел рассказать по данной электроотвертке. Еще раз повторюсь, рассматривал разные варианты, Makita, Bosch, то есть все это очень дорого, вот, но в принципе и неплохо. В отличие вот эта модель, цена, качество, я считаю, лучше всего. Это не реклама, это я просто вот немного попользовался ей, вот, и сделал такие свои заключения. То есть для любого, скажем так, бытового использования, достав из ящичка вот такой пластиковый кейс небольшой, в котором лежит набор бит основных, вот, электроотвертка, которая весит 320 грамм. Итого вместе с боксом вес получается примерно 400 с лишним, где-то в полкило. Вот. Можно перекрыть все вопросы по поводу открутить, закрутить что-то.
и удобство использования. На этом все. Это то, что я хотел рассказать по данному набору. Рекомендую однозначно, если кто рассматривает к приобретению, вот, он того стоит. И, скажем так, он стоит своих денег. Он стоит своих денег. Довольно-таки качество. Кто-то, может быть, скажет из минусов, что здесь вот качалочка, вот это неудобно, надо ее искать, чтобы как-то крутить или держать. Как взял отвертку, а потом надо искать, крутить. Да, но есть свои неудобства в плане поиска этой качалочки. Если обратить внимание, мгновенный стоп есть. Поэтому, еще раз повторюсь, электроотвертку эту я рекомендую к приобретению, если у кого стоит вопрос или потребность в данном инструменте. Основные качества ее я рассказал. Дорогие друзья, на этом все. Старался как можно короче рассказать. Всем счастливо, всем пока, мирного неба, удачи!